Как культивировать божественную любовь? Лекция Парамахансы Йогананды. Мир в целом забыл реальное значение слова «любовь». Любовь была так оскорблена и распята людьми, что очень немного людей знают о том, что реальная любовь обозначает. Точно так же, как масло содержится в каждой частице маслины, так и любовь пропитывает каждую частичку мироздания. Но дать определение любви очень тяжело, по той же причине, что, например, слова не могут полностью описать вкус апельсина. Вы должны попробовать фрукт, чтобы узнать его вкус. Так же и с любовью. Все вы пробовали любовь в какой-то форме в ваших сердцах. Вот почему вы знаете немного, что это такое. Но вы не поняли, как развивать любовь, как очистить и развить ее до божественной любви. Искра этой божественной любви существует в большинстве сердец в начале жизни, но обычно теряется, так как люди не знают, как ее развивать. У многих людей даже и не возникала бы мысль, что необходимо анализировать, что такое любовь. Они осознают любовь как чувство, которое они испытывают к своим родственникам, друзьям и другим людям, к которым они привязаны. Но в действительности любовь – это гораздо больше, чем это. Единственный способ, которым я могу описать истинную любовь вам, это описать ее воздействие. Если вы можете испытать только частичку божественной любви, то ваша радость будет такой огромной, такой захлестывающей, что вы не сможете ее держать в себе. Глубоко задумайтесь о том, что я вам говорю. Удовлетворение любви – это не чувство само по себе, а радости, которую это чувство дает. Любовь дает радость. Мы любим любовь, потому что она дает такое опьяняющее счастье. Поэтому любовь не является основой. Основой является блаженство. Бог – это сат, чит, ананда, всегда существующий, всегда сознательный, всегда новое счастье. Мы, как души, это индивидуализированные сат-чит-ананда. Из радости мы пришли, в радости мы живем и существуем. И в этой святой радости мы однажды растворимся опять. Все божественные чувства – любовь, сострадание, мужество, самопожертвование, смирение – были бы лишены смысла без радости. Радость означает веселость, захлестывающее приятное возбуждение, выражение полного блаженства. Людской опыт радости берет начало из мозга, в тонком центре божественного сознания, который йоги называют сахасрара или тысячелепестковый лотос. Но, конечно, настоящее чувство радости мы испытываем не в голове, а в сердце. Из божественного начала богоосознания в мозге радость опускается в сердечный центр анахата-чакры и появляется там. Эта радость приходит из божественного блаженства, из самого существенного и важного атрибута Бога. Несмотря на то, что радость может родиться в совпадении с конкретными внешними событиями, она не является причиной этих событий. Она часто появляется без какого-либо материального повода. Иногда вы просыпаетесь утром и выходите на воздух с радостью, и вы не знаете почему. И когда вы садитесь в безмолвии, в глубокой медитации, радость появляется внутри нас, вырастая без внешних стимулов. Радость медитации, заливающая. Те, кто не погружался в тишину глубокой медитации, не знают, что такое настоящая радость. Мы чувствуем много счастья в удовлетворении мечты. Но в молодости мы часто чувствуем в сердце неожиданное счастье, которое приходит как будто бы из ниоткуда. Радость выражает себя при определенных условиях, но она не создается этими условиями. Поэтому, когда кто-то получает $1000 и восклицает «О, как счастлив я!», то условие получения $1000 просто служит как кирка.
который высвобождает скрытый резервуар блаженства внутри. Поэтому в человеческом опыте обычные события необходимы для привлечения последующей радости. Но радость сама по себе является вечным, естественным состоянием души. Любовь – это тоже естественное состояние души, но любовь является вторичной к радости. Не может быть любви без радости. Можете ли вы думать о любви без радости? Нет. Радость сопутствует любви. Когда мы говорим о несчастье любви без взаимности, мы говорим о неосуществленном страстном желании. Реальный опыт любви всегда сопровождается радостью.